Меня зовут Артемий Троицкий. Это консервированный живой уголок, летний. Сегодня у нас героиня, редкий случай, Жанна Хасановна Агузарова. Серию мы продолжим. Жанна ушла из Браво, я думаю, это было где-то в конце 88 или 89 году. У нее началась сольная карьера, она написала несколько фантастических песен и записала совершенно потрясающий альбом, который называется «Русский альбом». По моему скромному мнению, это лучшая поп-пластинка, записанная в России за все время ее существования. Это не рок, это именно такой new wave поп, но потрясающий. То есть там такие песни, как «Мне хорошо рядом с тобой», посвящение Есенину, «Зимушка» и так далее. Просто одна песня лучше другой. Потрясающая совершенно история. Жанна мне дала демо этого альбома еще до того, как она его со своими музыкантами записала, а демо было в каком-то смысле еще даже лучше. То есть там не было никаких там особых аранжировок, а просто был ее голос, какой-то компьютер. В общем, так все очень минималистично и невероятно стильно. И я этот демо передал Брайану Ино, великому продюсеру, который тоже пришел от него в полный восторг и сказал: да, я хочу с этим работать. Таким образом, я свел, Брайана и Жанну, и, к сожалению, эта история закончилась очень плохо, потому что Агузарова воспылала чувствами к Брайану Ино, а Брайан Ино был женатый человек, да еще к тому же с 2 маленькими дочками. В общем, короче говоря, закончилась эта драма тем, что Ино отказался работать с Жанной, потому что, конечно, семейная жизнь была для него дороже, чем, даже запись альбома с весьма талантливой девушкой. Если бы не эта мелодраматическая история, я думаю, что Жанна Агузарова теоретически вполне могла бы стать, чем-то вроде Бьорк. Да? Бьорк карьера началась когда? В 93-м году сольная. Это было бы еще даже до Бьорк, но тоже такая экзотическая певица из непонятной страны. А тут еще к тому же продакшн Брайана Ино. В общем, я думаю, что у Агузаровой шансы как-то раскрутиться на Западе были гораздо больше, чем у Гребенщикова, и чем у Мамонова, чем у кого бы то ни было. Но, увы, не суждено было этому сбыться. Тем не менее, в Советском Союзе Жанне было скучно и тесно, хотя она имела большой успех и точно была в первой тройке советских певиц в конце 80-х годов. В 90-м году уехала она в Соединенные Штаты Америки. Уехала с одним таким авантюристом и полумошенником, такой Кенни. Был один такой из города Нью-Йорка, который обещал ей, сделать американскую карьеру, но нифига не сделал. Из Нью-Йорка ее потом отнесло на западное побережье в город Лос-Анджелес, и там у нее тоже ничего не сложилось. То есть она пела в ресторане «Черное море», такой, естественно, иммигрантский ресторан, ничего хорошего. Она работала даже водителем автомобиля. Единственная отрада у нее там была в Лос-Анджелесе, это то, что там тогда жил Вася Шумов со своей женой Люси, по-моему, ее звали, двоюродная сестра Джоанна Стингрей. И с Шумовым они там время от времени записывались, общались и так далее. В общем, потом что-то там совсем кисло пошли дела у Жанны. Она, обратилась ко мне за помощью. У нее возникли финансовые проблемы, ее там чуть ли не собирались за неуплату каких-то денег, долгов, я уже не помню точно чего, привлекать к ответственности. В общем, ей нужно было $5000. С помощью своего друга-буржуина Славы Никифорова, перевели мы в город Лос-Анджелес эти самые $5000, но моим условием было: все, мы тебя выкупаем из тюряги, дорогая Иветта. Я ее всегда звал Ива или Иветта по старой памяти, когда она еще Иванной была.
Вот, мы тебя, значит, вызволяем, вот, но ты забиваешь болт на Америку и возвращаешься в Россию. И это уже был, я думаю, 94-й или даже 95-й год. То есть в Штатах она провела довольно много времени. Жанна согласилась, вернулась в Россию. Но, в общем-то, в России, к сожалению, у нее карьера, как вы знаете, дальнейшая не очень сложилась. У нее были разные составы, то одна группа, то другая. У Браво уже были совершенно иные солисты. Стиль остался прежним, но как бы уже никто там Жанну не ждал, да и она сама, по-видимому, не очень хотела возвращаться, как бы приняв поражение в качестве, значит, побитой собачки. Не удалось сделать, к сожалению, Жанне ту карьеру, которую она абсолютно заслуживала. Вот. Единственное, я выпустил, значит, на аудионосителях этот ее гениальный русский альбом. Вот. Ну, время от времени показывалась она в каких-то программах, типа там старые песни о главном и так далее. Но в общем и целом не очень. Не очень у нее все получалось. И главное это то, что новые песни ее сильно уступали старым. К тому же этих новых песен было мало. История печальная. С Жанной у нас продолжались такие пунктирные как бы отношения. То есть виделись мы, ну, может быть, раз в 2, раз в 3 года. Она очень много путешествовала, вот, я даже не знаю где, не знаю с кем. Думаю, что в Америке продолжала проводить периодически какое-то время, вот, но при этом у нее была и квартира в Москве на станции метро Полежаевская, куда она, значит, время от времени возвращалась отдохнуть и залезать раны. Я помню, как-то она приехала к нам на дачу на день рождения дочери Лидии, произвела там форменную сенсацию, потому что, ну, в общем-то, ее на самом деле никто почти никогда не видел. Ну и последняя была наша встреча с Жанной, и это было очень приятно. Роман Качанов, известный ДМБ, Даунхаус и так далее, кинорежиссер, начал снимать новый фильм. Фильм, который получил название «Марш утренней зари». И в этом фильме он захотел снять меня, но в этом не было ничего необычного, поскольку я почти во всех его фильмах снимался. То есть я у него что-то вроде талисмана, что ли, не знаю. И ему там нужна была такая группа ветеранов сцены для одного эпизода. То есть такие как бы престарелые, но такие весьма гордые собою артисты. И вот, значит, в качестве одного из этих ветеранов сцены снялся я, в качестве другого снялся Найк Борзов, а в качестве третьей, вот мы с ним обсуждали, с Качановым в смысле, и он сказал, что, конечно, было бы гениально и потрясающе, если бы удалось Агузарову в это дело вовлечь. Но я говорю, я попробую. Я стал, значит, Жанне звонить по ее обычному мобильному телефону, а также писать письма и так далее. А также у нее там еще такой Леша Кан имеется, такой полуускользающий, но как бы ее директор. И удалось мне, к счастью, раздобыть Жанну Агузарову, а она, как-то ни странно, никогда в кино не снималась. Это удивительно, вот, что такую фактурную дамочку до тех пор никто не снял в кино. Но в данном случае я как раз сыграл на том, что, Жанна, значит, смотри, какой вообще вызов, какой челлендж, ты будешь впервые в кино, и к тому же симпатичный сценарий, да и мы с тобой, значит, будем как бы партнерствовать в этом эпизоде. В общем, короче говоря, Жанна согласилась. Она вообще человек абсолютно непредсказуемый, поэтому я не до конца верил в то, что она явится на Мосфильм до тех пор, пока не увидел ее в гримерном вагончике. Все прошло максимально гладко, Жанна была очень хороша, очень надежна и так далее. Снялась, и сцена, как все утверждают, с нашим участием одна из лучших в кинокартине «Марш утренней зари». Но, к сожалению, после этого я Жанну Хасановну снова ни разу
не видел. Где она сейчас находится, я не знаю. Какие у нее планы, не знаю тем более. Ну, если говорить про Агузарову, то, естественно, главный вопрос, который, мне, по крайней мере, всегда о ней задавали, это она вообще нормальная или не очень. Я могу сказать, что она, конечно, нормальная. Она нормальная, то есть нет у нее никаких психических заболеваний. Вот, это скорее у Путина они есть, всякие там и паранойи, и психозы и так далее. Жанна абсолютно нормальная, но она, конечно, очень своеобразная. Она своеобразная, и нравится ей плести все эти легенды вокруг себя, и выкаблучивает она какие-то совершенно невероятные вещи, иногда при этом очень сильно себе вредя. Ну, вот так, как это было, скажем, с тем же пресловутым Брайаном Ино. В общем, в принципе, конечно, Жанне очень не повезло в том смысле, что всю жизнь, там какие-то мужчины, естественно, вокруг нее крутились и в России, и в Советском Союзе еще до этого, и в Америке. Вот, но не нашлось среди всех этих самых мужичков на двоих, из которых, по-моему, она даже вышла замуж. По-моему, у нее был один русский муж по фамилии Табачник, один американский муж по фамилии, уж не помню как. Но тем не менее, ни у кого у этих мужчин, с которыми она пересекалась, как в личном плане, так и по делам, ни у кого из них не хватило сил, не хватило воли, не хватило терпения, в конце концов, в общем-то, каким-то образом Жанну Агузарову построить. Направить, значит, ее бешеную энергию в мирное русло и заставить ее, или вдохновить ее на то, чтобы она, значит, стала так нормально работать, писать музыку, писать тексты, и то, и другое она могла бы делать потрясающе. Вот. А о том, что она потрясающе поет, вы и без меня знаете. Очень хорошо. Так что можно сказать, что да, что это какая-то такая совершенно заблудившаяся суперзвезда. Не сомневаюсь в том, что когда-нибудь, и надеюсь, что еще при жизни Жанны Хасановны, о ней снимут байопик. Я могу точно сказать, что более отчаянного байопика, в общем, про поп-звезд никогда не было. То есть всякие там прочие истории, там типа Джуди Гарланд или Бритни Спирс или кого угодно, это все фигня по сравнению с невероятной, драматичной, полной взлетов, падений, удивительных событий истории Жанны Хасановны Агузаровой. На этом все про Жанну Агузарову, но серия наша живоуголочная будет продолжена. У нас там есть еще всякие известные люди, причем, кстати, даже не только из России. Следите за анонсами, дорогие друзья. Пока. Это был Артемий Троицкий.